Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже презентацию коллекции «Осень-зима 2024-2025» от бренда Stella McCartney не случайно устроили в одном из красивейших мест французской модной столицы – парке Андре Ситроена. Это одна из лучших зеленых городских зон, на месте которой ранее был завод по производству автомобилей, а сегодня растут апельсиновые деревья, пальмы, прекрасный средиземноморский сад. Основательница одноименной марки и ведущий дизайнер известна в фэшн-индустрии как ярая сторонница движения по защите окружающей среды. Стелла Маккартни как в жизни, так и в творчестве всегда выступает за экологичность всех производственных процессов, материалов и сохранения мира природы. Она даже получила негласное прозвище «экологическая совесть моды». Так что решение выбрать в качестве локации для шоу одну из оранжерей парка вполне логично. В день показа просторное стеклянное помещение было пронизано лучами яркого солнца, что добавило дефиле особую атмосферу природности, натуральности, искренности, чистоты. Перед выходом модели на подиум зрителям на расположенных по периметру экранах представили мини-фильм. Изображение природы, красота гор, облаков и морского прибоя, резвящиеся киты и стайки рыб в океане сменяли кадры разрушительных последствий деятельности людей. Тают и рушатся айсберги, опустошаются леса. И все происходящее на экране перемежается с одинокой женской фигурой, олицетворяющей Мать-Землю. С ее уст звучит манифест, пронзительное обращение к нам с массой вопросов. «Вы все произошли от меня. Так почему ты причиняешь мне вред? Что останется после тебя? Пришло время показать, что ты меня еще любишь». Пришло время. Именно такое название Стелла Маккартни решила дать осенне-зимней коллекции. Она поместила эту фразу на белую футболку из новой линейки и отправила похожее сообщение в приглашении на презентацию. «Пришло время прийти на мое шоу». И пусть вступительный видеоролик многие гости назвали слишком затянутым, однако представленный гардероб на холодный сезон публика оценила по наивысшему баллу. Здесь каждый наряд отличает не только идеальный крой, но и максимальное желание дизайнера сделать акцент с ее слов на моду, свободную от жестокости. В комментариях за кулисами шоу Стелла добавила: «Мы сознательны и выступаем как бренд, направленный на поиски решений. Я хочу испытывать только позитивное чувство и использовать моду, чтобы воодушевлять людей». Как утверждает дизайнер, в основе образа в новой коллекции радость, смелость цвета, но практичность, а еще линейка на 90% создана из ответственных материалов. Например, стильный плащ либо прямая юбка с фактурой под крокодила – это всего лишь имитация натуральной кожи, но смотрится весьма убедительно. Украшения из кристалловой блестки не содержат пластика, свинца и предлагают, по мнению автора, гламурное, но без чувства вины удовольствие. То же самое можно сказать о добротных, впечатляющих шубах в пол. Не случайно модное шоу стартовало с одежды из искусственного меха. Очаровательной мохнатой эко-версии решено было поставить также финальную точку показа. К этой теме стоит добавить аксессуары. Некоторые сумки теперь имеют специальное покрытие, которое активно очищает все, чем мы дышим. Не знаю, насколько это реально и как функционирует, но так заявлено в описании брендом. Из интересного рекомендую, друзья, обратить внимание на виртуозную работу дизайнера с костюмной тканью и трикотажем. В первом случае это вещи, которые, казалось бы, никто не шьет из подобных плотных фактур. Однако Маккартни сумела удивить поклонников летящим топом на тонких бретелях, мини-шортами, коктейльным платьем, юбкой с соблазнительным вырезом, а также ловкой комбинацией с потертым денимом. Что касается трикотажных изделий, нельзя не отметить все варианты, созданные словно из петельчатой пряжи, но только в увеличенных масштабах. Крупные вязаные петли сложились в эффектные наряды, украсили объемные сумки. Дизайнер в очередной раз убеждает скептиков, что и без урона для природы можно создать модный и стильный гардероб. Со слов модельера: «Я хочу, чтобы люди наслаждались брендом Stella McCartney. Мы не какой-то тяжелый люкс либо строгий деловой стиль. Мы не говорим людям, что им носить, а пытаемся лишь пригласить их в наше сообщество». Насколько успешно команда Дома моды справляется с поставленной задачей, можно судить по высокой популярности марки. А что сегодня из новой линейки больше всего понравилось и запомнилось вам, мои дорогие зрители? Напишите в комментариях. Спасибо всем за лайк и подписку на канал. Приятного просмотра!
Хорошего дня, в жизни больше оптимизма и нескучного, солнечного настроения!